август 2025 года, и всем привет из Одессы. Видите девушку с розовой сумочкой? А это наша Ирина. Всем большой привет из самого сердца Одессы, из самой знаменитой улицы. Конечно же, это улица Дерибасовская. Все потихоньку выходят на вечерний променад. Скажем честно, мы даже не успели заметить, как пролетели первые 2 месяца лета. Сейчас начало августа, и мы решили не терять времени, пока еще тепло, приехать вместе с вами, с другими одесситами и гостями города, посмотреть, как же вечером живет центр. Всем привет-привет! И вот под звуки скрипки сейчас заходим с вами в одно из самых знаменитых и прекрасных мест на этой улице. В Пассаж сегодня желающих зайти много. Мы с вами не исключение. И вот сразу со входа нужно обратить внимание на потолок в Пассаже. Не все его замечают, но посмотрите на эту невероятную мозаику. Главное опустить голову обратно, потому что пока смотрела на мозаику, закружилась голова. Пассаж является неотъемлемой частью исторического наследия Одессы и живой легендой нашего города. Здание Пассажа, по которому мы сейчас с вами идем, было построено еще в 1899 году. И на тот момент это здание было одним из самых дорогих зданий в городе. Архитекторы не скупились на лепнину, балкончики, статуи, балюстрады, барельефы и прочие украшения. Это места, которые действительно дышат историей. Посмотрите на этот потолок. Ну, я не знаю человека, который бы приехал в Одессу и остался равнодушным, увидев наш Пассаж. Как красиво поет девушка. Вот только появилась музыка в Пассаже, атмосфера приобрела совершенно другие краски. В Пассаже очень много зеркал, и каждый раз, когда сюда приходишь, многие женщины делают в них фотографии. Ну, и мы, конечно, не исключение. Сейчас очень актуально, в Пассаже есть сувенирные магазины. Вот, посмотрите. I love Одесса. Если кто захочет, может прийти купить. А вот, посмотрите, какая шляпа. Вот это точно не сгоришь под активным одесским солнцем. Еще что здесь есть интересное, здесь продаются виниловые пластинки. Не везде их найдешь. О, посмотрите, какая футболка. Привоз, 1827 год. Ой, стой! А здесь кошка живет. Кошка напала на собаку. Здесь можно купить, посмотрите, какие магнитики из Одессы. Вот такие вот котики. Магниты с надписью «Одесса». Ну и вот посмотрите, что тоже можно приобрести. Очень оригинальный сувенир. Икра. Такую можно купить в магазине, только с настоящей икрой. Не знаю смысл этого. Какое предназначение у этой баночки. Одесский воздух. Видите, в Одессе можно купить за 200 гривен одесский воздух и увезти его с собой в любую точку мира. В этом году, когда город начал готовиться к туристическому сезону, все говорили о том, что в этом году гостей в Одессу приедет очень и очень много. И не ошиблись.
Все заведения переполнены. На пляжах просто негде прилечь. Действительно, в этом году приехало много людей. До войны Одессу посещали сотни тысяч туристов за год. Но в начале войны город был пустым. Мало того, что никто не приезжал, так еще уехали местные жители. Ну, а сейчас, даже несмотря на войну и на постоянные обстрелы в Одессе, все равно люди перестали бояться и едут отдыхать в наш прекрасный город. Ну и всегда можно увидеть туристов Одессы. Никто не проходит мимо этого замечательного стула. И видите, вот этот круг, это целая площадь, и она называется площадь Остапа Бендера. Самая маленькая площадь в мире, всего 5 квадратных метров. Когда мы гуляем по Дерибасовской, мы просто не можем не зайти в наш прекрасный горсад. И сегодня мы увидели, что в нем собрались действительно тысячи людей. А все потому, что здесь проводится интересное мероприятие, и сейчас покажем, какое. В Одессе живет просто огромное количество талантливых ребят. Это и художники, и танцоры, и певцы, и музыканты. И каждый раз, когда приезжаешь в центр, их можно встретить. Сегодня танцевальный баттл в горсаду собрал действительно очень много людей. И даже мы не могли пройти мимо. Было очень интересно понаблюдать, как танцуют ребята. Натовпу, що було складно вирішити, якщо є можливість. Ребята реально танцуют очень классно, но бывают такие дни, когда по 7 тревог и целую ночь взрывы, и такое эмоциональное состояние, что именно так хочется и танцевать. Еще одна фотолокация на Дерибасовской. Это Леонид Утесов, с которым фотографироваться хотят просто все. Здесь обычно очередь. Видите, как дама присела. Очередь на фото. Класс. Первый раз в этом году встретила очень талантливого парня, который в прошлом году каждый день летом, возможно, не каждый день, но очень часто летом пел. Ой, он так поет, что просто хочется стоять и слушать, и слушать, и слушать. Класс. Мы встретили нашего подписчика. Как вас зовут? Тима. Тима? Да. Хотите кому-то Тим. передать привет из Одессы? Мне себе передаю привет. Да, и вам даже было очень приятно с вами познакомиться. Спасибо взаимно. Нам тоже И всегда. смотрите мой канал Тим Одесса. Тим Одесса. Там Хорошо. сами исторические ролики про наш город и вообще. Да? Хорошо, спасибо большое, очень Спасибо. приятно. Хорошего вечера. Спасибо, и вам хорошего Было вечера. приятно познакомиться. Спасибо взаимно. Класс. Видите, как всегда приятно встречать наших зрителей. Вечер, и приехали байкеры. Это их излюбленное место. Поэтому, если вы хотите посмотреть на байки, которые есть в Одессе, то смело можете сюда приезжать. Не знаю, какой сегодня будет ночь. Очень хочется верить, что тихая. Сейчас на Дерибасовской атмосфера такого курортного южного города. Люди фотографируются везде, люди танцуют, люди ужинают в ресторанах, кто-то поет, у кого-то просто вечерний променад.
И так приятно видеть, что город живет. И так приятно видеть, что город посещают люди, туристы. И так приятно видеть, что жизнь кипит. И каждый раз в такие моменты хочется верить в то, что ночь у нас будет спокойна, и что следующий день у нас будет спокойным, и что как можно меньше наш город будут обстреливать. Потому что он так прекрасен. И всегда говорю о том, что так хочется, чтобы он остался целым. Макдональдс на Дерибасовской — излюбленное место одесситов, поэтому посмотрите, что там делается. В этом Макдональдсе не бывает такого, чтобы особенно в выходные было пусто. У нас в Одессе можно услышать даже шотландскую волынку. У нас здесь есть паб Корвин, и даже такое можно увидеть и услышать. Это всегда очень и очень интересно. Видите, какая Одесса, как Одесса многообразна. Я желаю всем всего самого прекрасного и самого наилучшего. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующем видео из многими любимой Одессы. Всем пока-пока.